Лёва! На месяце апреля. Когда ты едешь в командировку, к примеру, ну ты приехал из своей Америки, приехал в командировку к нам. Вот. Ты мне рассказываешь Тебе. по своему гребаному ютубу. Хорошо, что ты выбрал ресторан в центре, когда Путин возлагает цветы в могиле неизвестного кого? Солдата. Сегодня, значит, к нам приехал Лёва. Лёва – это смотритель Брайтон-Бич, тот самый человек, благодаря которому там до сих пор есть московские сардельки. Я не знаю, как его пустили, потому что все мои друзья, кто раньше хотел приезжать в Москву, жалуются, что сейчас стало сложно получать российские визы, они дорого, неудобно, и они отказываются от поездок в Россию. Ты разве не знал, что у нас отношения между нашими странами наладились в 2013 году, и американцам сделали трехгодичные визы? Это американцы все. У меня трехгодичная виза, я думаю, когда она закончится, это будет все как бы больше, тогда я уже не увижу. У нас план такой, мы сейчас едем кататься на коньках, а потом я наконец-таки покажу Леве Москву, чтобы он обзавидовался, потому что в Нью-Йорке у них такого нет. Мы съездим на рынок, и Лева наконец-таки попробует настоящие вкусные овощи и фрукты, которых невозможно купить в Америке. Мы посмотрим на настоящие снежные горы, которыми завалены некоторые московские переулки, а вечером мы будем жарить настоящее русское мясо. Это все так здорово, я жду не могу. Увидеть заваленные улицы в Москве. Заваленные улицы, вот это вот все очень я люблю. Больше всего на свете я люблю заваленные улицы Москвы. Москва второй лучший город в мире, я всегда это говорил. Хорошо, что мы успели так быстро поесть, там куча народу набралось. Мы идем на каток в парк Горького. Сегодня Лева, мой американский друг, будет смотреть Москву. Я буду ползать я наконец докажу, моя цель, чтобы Лева остался здесь, чтобы он влюбился в этот город, порвал свой американский паспорт. У меня другого нету. У тебя паспорт с собой, кстати? Да. Я достаю. А где этот орел-то? Нету его. Подожди, а у вас что, на обложке нету? У меня специальный. Офигеть. Аккуратно, вкладыш не потеряй. Подожди, а почему нету этой, так можно, чтобы на обложке не было орла? У меня стерлось. У вас китайцы паспорта делают. Пап, может, на автобусе поедем? Можно на автобусе поехать. Сегодня Путин должен возлагать цветы к могиле неизвестного солдата. Я думаю, они из-за этого здесь все перекрывают сейчас. Путин выходит в народ, поэтому людей не подпускают. Да. Народ подпускают, таких как ты не подпускают. Американцев. Как по мне, кстати, видно. Да? Ко мне все по-английски говорят. Я вот как иду, мне такие: сэр, туда нельзя. Лёва, ты когда ездил в автобусе один вообще? Это твой автобус, Лёва. Ты себе можешь представить в Нью-Йорке, что ты знаешь, и тебе прямо к ресторану подают автобус? Не подают, но если подойти вовремя и приедет пустой автобус, постоянно такое бывает. Прямо у вас в Нью-Йорке есть приватные автобусы? Для Не уважаемых приватные, господ? просто есть времена, когда на них никто не ездит. Как и здесь. Хорошо, что ты выбрал ресторан в центре, когда Путин возлагает цветы в могиле неизвестного кого? Солдата. У вас в Нью-Йорке часто перекрывают улицы? Постоянно, но обычно из-за строительства. Я хочу напомнить, что у нас, между прочим, у президента особняк практически в центре Манхэттена. А я хочу напомнить, что вокруг его особняка перекрыты все улицы перманентно. То есть там не поставили блоки, поставили блокпосты, стоят. Ходить-то там можно? Ходить можно не всегда, они иногда людей там не пускают. Я там никогда не был. Нормальные люди туда и не ходят. Я выходил вот сейчас, я спросил у полицейского: я смогу здесь назад вернуться? И он говорит: да, конечно, сможешь. И через 30 секунд я подошел и говорю: а можно я пройду? Он говорит: а уже закрыли. Я говорю: ну я же вас спросил. Он говорит: да, тогда было открыто, а сейчас закрыли. Сейчас тебе понравится, сейчас ты втянешься. Полюбишь Москву. Я уже люблю Москва. Я всегда говорил, второй лучший город в мире. После нее. Конечно. А как же Амстердам? Амстердам был второй лучший город в мире 3 недели назад. Ты как знаешь, что это такое?
Нет, гостинчеки. Что это? Когда ты едешь в командировку, к примеру, ну ты приехал из своей Америки, приехал в командировку к нам. Вот. Ты мне рассказываешь Тебе. или своему гребаному ютубу? Я тебе ютубу рассказываю. Давай. Ты приехал в Москву в командировку, и тебе бухгалтерия По-моему, все, я понял. оплачивает деньги. Но тебе нужно отчитаться, что ты жил в гостинице. Тебе нужно предоставить чек там. со всем А ты остальным. живешь у живешь своего на друга? вокзале. Ну, на Где на вокзале вокзале? или там, я не знаю. Где ты можешь жить на вокзале? Хорошо, можешь в машине, в каршеринге, да? Ты снял каршеринг машину и спишь в ней. И такое часто бывает? Да, это целый бизнес. Командировочный. Давай, Лёва! Давай! Вот! Сноубордист из меня еще тот. Где у тебя детство прошло? В Москве, То есть ты, можно сказать, москвич. можно сказать. Я уехал, где ты? На Новый год 1992. Советского Союза уже формально не было, но они еще не успели ничего поменять. И по инерции лишали людей, которые уезжали на ПМЖ, лишали советского еще тогда гражданства. И меня лишили. Ты был здесь? Да, А когда ты был здесь? ну, последний раз, 1,5 года назад. То есть тебя вообще ничем не удивить, да? Почему? В отличие от тебя, Илья, я готов радоваться и наслаждаться тем, что я вижу, даже если я это уже видел. Нет, я зимой не был в Москве. А, вот! Лёва первый раз пришел на каток. Я первый раз за 26 лет зимой в Москве. Она не сама крутится. Я думал, она сама будет крутиться. can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. Давай! Вот есть медпункт, если что. О, я здесь буду кататься. Поехали Лёву догонять. Ну что, парк Горького лучший каток в Москве. Кто-то, конечно, думает, что лучший каток на ВДНХ, но до ВДНХ надо ехать далеко. Поэтому для нас лучше парк Горького. А Лёва! В лунном месяце апреля в старом парке тает снег. На Олимпиаду меня. Я не умею тормозить. Вот, смотри, Лёва уже крутиться начал. В Нью-Йорке таких крутых и больших катков нету. Вот так вот. Значит, одни плюсы у Москвы. Сразу видно, Лёва приехал из Америки, да. У нас не танцуют в России люди. Можно схлопотать. Знаешь, еще что-то не то подумают про тебя. Лёва, безудержное веселье. Не мешайте мне! Помнишь, какую я тебе voicemail наговорил классную? Да. Ты ее используешь? Это офис Ильи Варламова, блогера, путешественника и фотографа. Елки, велосипеды и коробки с разной ненужной. Как я могу направить ваш звонок? Ты спать не хочешь, Лёва? Я думал, ты нормальный. Я отлично катаюсь, я только не умею тормозить. Мужчина, это не ту. Это очень крутой каток. У нас такого нет. У нас в Нью-Йорке нету очень многих вещей. У нас нету замечательных катков. У нас нету на улице машин, которые печатают фотографии в Инстаграм. Но самое главное, у нас в Нью-Йорке нету подземных переходов. У нас все переходы идут прямо на уровне улицы. Не надо спускаться в темное подземелье, не надо подниматься на уровне 3-го этажа. Ты просто идешь и переходишь дорогу. Это вообще... Вот как знать, что мне не здесь выходить отсюда? Никак. Интуиция, ты как птица. Откуда птица знает, какие на юг летят, Лёва? Здесь у вас очень хорошие условия для эволюции. Только
настолько сильные. Да. Чем выживает сильнейший? Ну, опять не здесь. Нет. Ну, как знать, как знать. Лёва, а у вас есть такие сугробы? Вот такие вот большие красивые сугробы. Бывают. Бывают такие сугробы у нас. А такие трактора красивые есть, которые... вот- Нет, таких красивых тракторов у нас нету. Когда в Нью-Йорке выпадает снег, они что делают? Они привязывают к мусоровозам такие, как эти хрени называются? Ковш, я не знаю. Ну да, ковши, как у бульдозеров. И они просто едут по улицам и сдвигают весь снег на обочину, что получается примерно вот такие сугробы. А потом в течение нескольких дней оно тает. Слушай, а когда мы скажем твоим зрителям подписываться на мой блог? Блог или влог? Блог. У меня нет влога. Друзья, если вам нравится этот зануда, этот человек-зажигалку, этот самый веселый парень на Брайтон-Бич, то подписывайтесь на его блог в живом журнале, он по старинке. То есть, вообще, чем мне нравится Брайтон, это то, что люди, не тот Брайтон, который в Великобритании, не гей-столица Англии. Так вот, чем мне нравится Брайтон-Бич, то, что люди там, они реально застряли в 90-х. То есть, они ходят на концерты Шафутинского и Вилли Токарева. Они покупают до сих пор видеокассеты с боевиками, на которых на печатной машинке на этой наклейке название фильма выбито. Они одеваются в одежду, там, джинсы Монтана, вот это вот. Ну, все, на что мы дрочили в 90-е, до сих пор дрочат люди на Брайтон-Биче. Лёва, естественно, когда ему нужно было завести блог, что он сделал? Он завел его в живом журнале. Подписывайтесь на Мне его... нечем парировать, нечем. Да, друзья, если вам этот парень в шляпе нравится, ссылка будет в описании на его блог в живом журнале. Смотрите, читайте. Если честно, там нет ничего интересного. Там все, что у меня, только хуже. Максимум раз в день выходит. Это вот самое главное преимущество моего блога. И там нету новостей. Я фотографирую Яндекс, чтобы потом приехать и всем рассказать. Я напоминаю, что Лёва работает в Гугле. С Лёвой не пропадешь. Пока что я сегодня выпил 2 чашки кофе. Это не очень много. Лёва говорит, плохой кофе. Уровень нью-йоркского Старбакса. Уровень нью-йоркского Starbucks. Это неплохое, это такое. Вот так вот. Не понравился кофе у нас. Поедем на рынок покупать продукты, потому что вечером будем жарить стейки. Стейки я люблю больше всего на свете. Нет, подожди. Больше всего на свете я люблю Тони. Ну, окей, если совсем честно, то больше всего на свете я люблю себя, а потом Тоню, осторожней. а потом суши, а потом стейки. Так, ну что, Лёва, мы заходим на рынок. Итак, мы заходим на рынок. Сейчас начнется наше знакомство с рыночной экономикой. Вот смотри, вот гранат. Видишь, есть гранат, а есть гранатовый сок. Но мы здесь не будем покупать. Подожди, я попал как этот, знаешь, такое изобилие я не рассчитывал. Вот, смотри, а у вас есть в Нью-Йорке такие рынки? Таких рынков у нас в Нью-Йорке Не, ну честно, ладно, ну давай, ну серьезно. Нет, честно, нет. В Нью-Йорке есть очень маленькие такие местные рынки. Икра астраханская. И корка астраханская. Ничего себе. Лёва, за сколько ты купишь гранат, скажи? Насколько? А сколько стоит гранат? Это стоит 1200, а это стоит 600 рублей, 550, 500 рублей. Сколько это в деньгах? В ваших? Ну, американец, он ну, 600 рублей это $10. А это за $20, значит, получается. Да, это из Афганистана. А это Откуда это? Афганистана. А мне нельзя покупать из Афганистана, у нас санкции. И пальму, это вы пальму сделали? Да. Возьмем из Афганистана? Ну, давай возьмем, конечно, да. Надо пользоваться возможностью разменять 5000. Ты за $20 купил гранат сейчас из Афганистана. Получай, фашист, гранат. Не, я снимаю, я не могу. Ты никогда мне не разрешаешь купить ничего хорошего. А у вас есть что-то похожее на манчего? Это что такое? Это испанский, кажется, козий. Я не знаю, я знаю, что он вкусный, понимаешь? Я не разбираюсь в них. Сколько надо сыра покупать? 100 грамм максимум. Максимум? Да, у меня дома много сыра. Давайте 100 грамм. Что ты скажешь с твоей гранатой? Я говорю, вот это мне напоминает Брайтон 90-х. Приходишь, а там много колбасы висит. А как его, руками есть? Ну, вкусно.
Я бы порекомендовал это место, но я не знаю. Очень Тут смотри, важный. еще сыры. Еще сыры. Тут сыров, кстати, много. У нас, видишь, это все у нас делают. Я тебе честно скажу, я не люблю вонючие сыры. Все, пошли отсюда тогда. Нет, я... Пошли. Если ты не Я рад, любишь, что ваша промышленность... если ты не любишь, вот мировой. мы сейчас купим, здесь надо клубнику купить. Вы мне скажите, Макадамия. что это, а я Макадамия, попробую. уважаемый. Самый Хорошо. полезный орех в мире считается. Самый полезный. Да, сейчас я вам скажу. Я не слышал, что он самый полезный, но мне кажется, это довольно новое открытие. Вы там. Я помню. Хорошо. Я к вам приду. Ой, здрасте. Вы что, снимаете, Да. что ли? Обалдеть. У нас идут Не, хватит. следующего А я сезона. вам ее по 200 рублей отдам, по скидками. Мы не знакомы. Ты хочешь орехи? Нет. Почему? Что, почему? Почему не хочешь? Ну, я и раньше не хотел, потом вы мне предложили попробовать. Мне понравилось, но я до сих пор не хочу. Давай купим орехи, что? Ну дай еще чуть-чуть. Окей, я не знаю, если ты считаешь, что надо. Если человек дал попробовать, нельзя не купить. Нет. Ну, мы обидим человека, правильно? Нет, нет, это ваше право. Хоть покупайте его, но я не объясню. Ну, так чуть-чуть, ну мы вот просто так вот, да. Вот, да, вот. Это снимает или не снимает? Снимаю. Ты хочешь? Вайме. Зачем? Я просто вспомнил, я люблю. Слушай. Они очень красивые. Красивее вкусно. А, нет, есть я их не люблю, но смотреть. Меня хотят здесь потолстеть, но я пока сопротивляюсь. Во-первых, я не съел булочки. Во-вторых, я не съел мороженое. В-третьих, я не съел конфеты. Вот только вот эти орехи, блин, у меня только из вежливости. А что вы снимаете? Просто. Следующий сезон. Ты всем так говори. А, Лучше звучит. да, В Америке один ядерный пепел, ты знаешь же. Я знаю, ты попробуй и скажи, что вкусный огурец. Да, это вкусный огурец. Возьми тележку, пожалуйста, Лёва. Я вообще везу ее, я не знаю, почему ты ее хватаешь постоянно. Потому что ты ее оставляешь. Нет, я просто наклонился посмотреть. Поскольку мы на рынке, Так. есть еще одна особенность, тут воруют. То есть, если так просто ее оставишь, его тебя могут стащить. Вот эти вот милые люди. Ну нет, здесь ходят помимо милых еще не очень милые люди. Да. Я теперь буду оба глаза на ней держать. Смотри, какие уроки. Вот эту порнографию не надо. Вот такая 400, Так. А вот, такая вот побольше 600 за 500 можно. Лена, хочешь малину? Вот. А еще земляник есть. А грибочка возьмите. Лева. Что такое? Смотри. Тут есть грибы. Я не люблю. Маслянки, Смотри, опять у этих святых женщин есть. белые. После университета я... Ты ешь грибы? Нет. Капусту квашеную. Самую лучшую в мире делает мой папа. А вы наши попробуйте. Лева, ну давай еще что-нибудь купим. У тебя, Грибочка по-моему, ты возьми. знаешь, у тебя проблема. Да, я все покупаю, хорошо. Больше ничего не надо. Огурцы не хочешь? Сколько разных огурцов ты думаешь нам нужно? Мы уже купили 4 разновидности огурцов. Я не знаю, как тебя жена с кошельком из дома отпускает. Честно тебе скажу. Ты серьезно? Одним глазиком. Зачем тебе пломбир? Я его буду на бутерброд мазать. Все, пошли. Это афростаканчики, правильно говорить, а не черные стаканчики. Срезая к выходу, мы наматывали 4-й круг по рынку.